Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, всегда говорю об этом. Не расскажет любой прогноз о личной истории каждого из вас. Но если допустить альтернативные варианты развития событий, то, глядя на карты, какую-то историю можно как будто, предугадать или просчитать на пару шагов вперед. По крайней мере, я на это надеюсь. Также надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И основная тема у нас традиционного расклада еженедельного неожиданности, что важно знать, что скрыто для вашего знака зодиака с 26-го. Что-то тут хочет перевернуться. Знаете, может что-то ускоряться, или придется куда-то отправиться, быстро менять планы, или события вокруг вас меняются, обстановка, известия какие-то приходят, динамика сама по себе. Как будто приготовься, лев, говорят. Вот давайте узнаем, что же важно знать, или что в приоритете. Может быть, как сфера жизни, чем придется вам заниматься больше. Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать, что вас будет радовать, удаваться? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, финансы и личная жизнь, как видят карты. Что же будет для вас важно? Интересно, 7 кубков. Показан кот, который спит, но что-то ему снится, как будто и снится многое, да, это карта иллюзорного успеха во всех колодах называется, или карта наших фантазий, наших планов, может быть, вдохновение, мои дорогие, чем-то вы вдохновитесь, правда, с учетом перевернувшегося рыцаря жезлов, это может быть ускорение в решении каких-либо вопросов, и вас это окрыляет, вдохновляет, и вы чувствуете, словно лед тронулся. Если до этого было в чем-то стопор, видимо, знаете, это как действительно у меня в жизни происходит что-то доброе. Или это даже если не есть само по себе событие, но это словно в воздухе витает, вот ветер перемен, что-то более к лучшему, к счастливому. И вот это самое вдохновение. Но все-таки это неделя, будем говорить. У нас весна начинается. И тут почему бы и нет. Мы можем все прочувствовать какое-то другое настроение, нежели у нас было зимой. Да? Мы как будто очнулись от зимней спячки. Или у вас предоставляется какая-то возможность решить тот или иной вопрос. Но, безусловно, по этой карте нам о чем говорят? Не замечтаться. Хотя где-то, не совсем фантазировать. А если мы говорим мечту, перевести в намерение, в цель, какой-то конкретный более себе проложить, тезис-план, может быть, последовательность ваших действий, и с чем-то все же определиться. Как будто 7 кубков, а выбрать придется только один. Наверное, если в 7 направлений двигаться, что-то мы не осуществим. Правда, действительно, убыстрение каких-то вопросов, решения или как новости, которые буквально врываются в вашу жизнь через пространство, или информация нужная, может быть, приходит, или то, что было на стопоре или на паузе, здесь тоже приходит движение. Мы что-то не сможем отложить на потом. Чаще по 8 жезлов это карта скорости, это когда мы сами набираем темп. И также это как информация, которая, может быть, открывает двери какие-то или дает возможность решить тот или иной вопрос. Словно действительно лед тронулся. Чему сейчас не время? Вот посмотрите, интересная карта. 2 мечей – это карта выбора. Это карта развилки своего рода, когда мы словно шли докуда-то или в каком-то направлении двигались, и вот мы приходим к этой точке одной, аллегорически говоря, и мы не можем продолжить что-то делать так же, как раньше. Может быть, это любая сфера, но выбор нам придется делать. Нам с этого места либо направо, либо налево. Кто знает, мои дорогие львы и львицы, может быть, наверх.
но как будто путешествовать, как нам показан, посмотрите, этот милый кот, который при луне ходит от одного меча к другому по канату. Мы не можем жить в каком-то постоянном балансе или балансируя между какими-то обстоятельствами. Ну, пришло время делать, может быть, и выбор, но пока не на этой неделе. Все-таки это в позиции, чему сейчас не время. Может быть, по этой карте нам хотят сказать, пройдет еще какой-то период, и еще больше вы чего-то можете узнать. Или мы говорили, информация приходит, новости, значит, больше еще будет новостей. Какая-то конкретика, ну, сама по себе будет проясняться. Или обстановка, мои дорогие, будет вокруг вас более такая четкая, конкретная. Поэтому пока еще как будто нам говорят, ты не видишь полностью картины, ты пока не видишь всех деталей, обстоятельств дела. Поэтому по времени как будто выносить свой вердикт. А что же помогает? Старший аркан Иерофант, когда все размерено, уверенно, надежно, по закону, по традициям, когда мы учимся чему-то или допускаем, что мы не видим, как правильно поступить, мы себя где-то страхуем. По карте Иерофант мы учимся на чужом опыте, и не случайно мудрый кот, и тут условно два котенка. По этой карте вы можете отправиться, допустим, согласовывать какие-то документы или подписывать, или какие-либо контракты. Может быть, это будут вопросов касаться, которые в банках вы тоже решаете. Или кто-то кредиты закрывает, или кто-то берет ипотеку. Вот это все то, что на долгий период времени, то, что будет способствовать вашему развитию, неважно, что это. Или, повторюсь, согласование, или самое какое-то, как начальный период обучения, или просто ваше решение, мне не хватает знаний, вот такое ведь тоже может быть. Или, знаете, как уважение к системе иерархии, тоже, мои дорогие, помогает. Поэтому словно что-то вас ускоряет, но сказать, что вердикт вы носите, или окончательное решение принимаете, или, мои дорогие, вы кому-то что-то обещаете, ну вот обещать так точно не время. Значит, за одной новостью еще, может быть, 5 придут, и тогда полная картина создастся. Может быть, вы к этому времени соберете необходимую информацию или уже каким-то опытом обрастете, или более отчетливо что-то будете видеть, и чуть-чуть как будто повременить. Не случайно начинается с 7 кубков. Возможности есть, но конкретизировать может быть не на этой неделе, а вот просчитать самое время. Что скрыто? Вот мне интересно, давайте посмотрим. А вот, видимо, правда, не все, вот то, что по 7 кубков, не все желания могут быть исполнимы. Или есть своего рода, ну, не совсем ловушка, ну, для кого-то и так. Согласиться на тот вариант, который неприемлем, после которого вы будете словно заложник своего согласия или каких-то своих обязательств. Все-таки есть элемент жертвенности, это карта повешенный, так выглядит, и вы не должны как и зависеть от чего-то, от кого-то, обстоятельств или данных обещаний. И, может быть, начав участвовать в каком-то деле, проходит время, что-то развивается, как ситуация сама по себе, и вы уже увидите потом, сейчас это как будто скрыто, вы увидите потом несостоятельность продолжения того или иного вопроса или ненадобность, как будто не нужно мне в этом участвовать. Но сейчас, на этой неделе, это нет ясной картины, поэтому нам и говорят, пока повремени кому-то что-то обещать. И не говорят же про конкретную сферу жизни, говорят в целом. Ну вот давайте по сферам жизни откроем. Дела, работа, бизнес. Не торопись, приведи мысли в порядок. Не вкалывай буквально до 7-го пота. Где-то больше анализ, хладнокровие. И, знаете, вот таким холодным умом увидеть какую-то ситуацию или возможность. И если вот нам говорят убыстрение, посмотрите, как карты легли, чего не избежать, неожиданности, мы говорим карта скорости, вы темп набираете, но, видимо, набирая этот темп, сохранять вот эту холодную голову, рассудок, чтобы куда-то не поторопиться сгоряча, что-то не сказать или не согласиться на то дело, которое в последующем как раз не имеет продолжения, будет означать какой-то тупик, на тупиковую ситуацию. Ну, где-то не попасть, это тоже будет важно. И значит, как вот по карте Иерофант, что помогает? Анализ того, что есть в данный момент,
каких-то своих возможностей. Если перед вами стоит конкретный вопрос, собрать больше информации, кто, где, допустим, из других людей, решая вопрос такой же, как ваш, или похожий, где кто набил шишек, или обо что там, где споткнулся, как будто просчитать на пару шагов вперед, это будет хорошая практика. В основе всего неспешность. Может быть, уделить внимание самому себе. Может быть, по этой карте и усталости, мои дорогие. У кого-то это может означать: я складываю оружие, и я никому ничего не доказываю. Нет смысла. Может быть, и приходит какая-то новость, а вы просчитаете вот так наперед на пару шагов и скажете: нет, овчинка выделки не стоит. Правда, не ускоряйтесь. Финансы. Праздник. Тут буквально какой-то праздник, видимо, это вдохновение, мы говорим, да, или как, может быть, и фантазия, или намерение, или мы определяемся, вы, мои дорогие, с целью, с какой-то своей, или с тем, чем вы будете заниматься, может быть, или у кого-то это вопрос касается переезда или личной жизни с учетом всех абсолютно карт. Но как будто сдвиги или будет праздник по финансам, значит, деньги будут. Но я бы не сказала с учетом вышележащей карты, чему сейчас не время, что деньги эти тратим. Или, ну, где-то так неразумно их расходуем или предаемся, опять же, импульсу. Может быть, это вы на выборе пока стоите, и кто-то будет менять сферу деятельности, кто-то будет менять работу или изменения на вашей работе, по месту вашей службы, как будто не должны себя обесточить в плане финансов. И сейчас период такой, когда темновато, посмотрите, две карты, да, вроде бы убыстрение, но в этой колоде обычно восьмерка жезлов, ведь она более такая яркая, красочная, жезлы, огонь. А нам здесь показывают: нет, огня нет. Ускорение, оно есть. Темп вы набираете, но сказать, что можно на эту информацию положиться, нет. Видимо, доверять, верить своим глазам, да, вот это будет важно. И быть прагматиком на этой неделе более чем когда вам будет помогать. Вот как по карте Иерофант. Ну и, безусловно, если мы свои намерения где-то закрепляем по закону на бумаге, или если вы меняете работу, значит, и вам что-то пообещали. Может быть, и есть смысл навести справки о работодателе или о том, как организация выплачивает жалования, деньги, правда. Я знаю, что у некоторых бывают и такие вопросы. Обещается одно, по факту другое. Вот с чем-то как будто не просчитаться. Но в финансах определенно какой-то подъем, радость, значит, может быть, и что-то вдохновляет, но себя так немножко от какой-то эйфории, у кого-то и так, у кого-то, может быть, и крупная сумма денег, которая прежде задерживалась, с учетом восьмерки жезлов, она приходит к вам. И есть повод для праздника как такового. И есть повод, знаете, так: эх, пойду что-нибудь приобрету. А карта говорит: нет, подожди, ты сейчас словно на развилке судьбы. Поэтому финансы – это один из способов взаимодействия с миром. И у тебя этих способов должно быть чем больше, тем лучше. Личная жизнь. Паж Пентаклей. Ну, тут, правда, какое-то начало. И вот такой сосредоточенный кот нам показан на этой карте, который лапой придавил один пентакль, не так много. Он буквально бережет денежку, как будто говорит: да я тут наготове, никому ничего не дам. У кого-то из вас это могут быть все-таки на личную жизнь. Кто знает, это знакомство с человеком, у кого-то знакомство с человеком может проиграться, который моложе вас. Или с человеком, который прагматик тоже. Где-то больше вот в этой пентаклевой энергии. Он реалист. Но это как начало, может быть, даже отношений. Правда? Вот этот период мартовский, даже в самом начале, в первые дни, может для некоторых из вас означать внезапное знакомство. Или это то знакомство, которое состоялось раньше. И, может быть, эти отношения развиваются, но пока по этой карте нельзя сказать, что будет дальше. Хотя карта говорит, что, скорее всего, это знакомство продолжится. Оно будет не на один день. Но нас возвращают где-то
к теме денег, и стало быть, с чем-то вы тоже не должны просчитаться. Поэтому, мои дорогие львы и львицы, для людей семейных, значит, это как какие-то новые начинания, или, может быть, это планы вашей семьи, но с обновлениями, словно. Может, это как новости, опять же, информация, которые заставляют вас, ну, или обстановку, или ваше дело, которое вы намеревались осуществить, увидеть с других позиций, с другими возможностями. Не торопиться. Вот тоже карта неторопливая. В целом, Паш Пентакли можно расценивать как карту совет. Доверяй только тому, что надежно, что может быть осуществимо и имеет прогресс на долгий период времени. И значит, по отношениям-то тоже тем людям может быть хоть и личная жизнь, но для кого-то это совпадет, если это как новые знакомства, может быть новый социум. Вот тут у каждого по-своему. Но всему тому, что будет служить вам, ну, какие-то годы. Не в моменте вот в каком-то одном, которое сегодня нас вдохновило, а завтра оно растворилось. Здесь нужно уделять внимание тому, что, на что вы можете опереться через какой-то период времени. Представить, что вы сейчас словно пишете сценарий, новую главу в своей жизни, и карты нам об этом говорят. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.